Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжаем серию видео про болгарку и как ей можно заточить топор, ножик и сверло. Это будем делать с помощью лепесткового диска. Вот она, зернистость 40-я. Это самое крупное зерно для шлифовки. Но можно для заточки взять поменьше. Есть там 60, 80, 100, 120, 180, по-моему, до 240 даже. Но это сложнее найти. Основное вот оно для шлифовки, то есть зачистки швов, окалин и... В общем, вот оно, 40-е. Одеваем лепесток. И начнем мы с топора. Кожух обязательно на болгарку нужен. Но я сейчас буду точить с кожухом. Я не увижу даже, как я точу. Поэтому у меня болгарка, я одеваю маску защитную. Болгарка у меня с регулировкой обороты. Ставлю на самые минимальные обороты, чтобы не поджечь кромку. А именно, вот смотрите, когда точите, она раз и потемнела. Вот беленькая-беленькая, раз и потемнела. В этом месте произошел нагрев стали, перегрев. И вот закалка, окалится он примерно вот так вот, сантиметра на 3-2. А вот видно, вот полоса, хамон. Вот она, по-моему, и есть закалка, вот это вот. То есть это вот эта твердая часть, а вот это мягкая часть топора. И вот как только кромочка почернела, все, это значит закалка ушла. Он стал первоначальной твердости до закалки. Вот именно это место. Это место будет заминаться, плохо держать заточку, плохо рубить, естественно. Выполнять разные работы, которые вам нужны с помощью топора. То есть поставил я болгарку на единичку. Все затянули. Одел защитную маску. Топор обязательно мочим. Что хорошо в лепестке, он крупное зерно, он не перегревает кромку. Мелкое зерно, вероятность больше перегреть. А у меня еще и обороты. То есть я маленькие обороты ставлю. И плюс крупное зерно. Практически ручная заточка. И получается вот на первой скорости, наверное, 3000 оборотов всего. А то может быть даже и меньше. Беру, включаю болгарку. Ставлю топор, вот она кромочка, и торцом лепестка начинаю точить. Легонько, сильно не давим. И по всей топора кромочки. Мочим, почаще мочите. Работаю по всей, прохожу уголки обязательно. На одном месте долго не задерживаемся. Ну вот еще разок будет.
Видите, как ровненько. Я специально бугорок убрал. Вот здесь вот убирал. Чтобы не было вот такого. Он тогда поострее будет. Сделаешь сильно тупой угол, будет от деревяшки отлетать. Сделаешь сильно острый, будет застревать. Ну и вот что-нибудь под себя, под какие работы, там, может, под строгание, там. И вот примерно делаешь. Простой туристический топорик маленький я взял. Ну что, продолжаем со второй стороны. Извините, как бы искр много, но а что сделать? Инструмент же. Осторожно, руки. «11 тысяч оборотов». Оператор говорить нельзя во время работы. Только молчать. Поэтому я молчу, друзья. Говорить нельзя. Только работа. Вперед и вперед. Ну давайте посмотрим, что получилось. Ну получается очень остро. Сейчас возьму брусочек. Вот он, видите? Вот. Сейчас возьму брусочек. Все равно риски появились. Ну так вот для быстрых работ что-нибудь подрубить, там ветку или что. Конечно, по-хорошему бы полирнуть его, напасть иглой, чтобы в деревяшечку мягко он входил. Это естественно. Но брусочком, если он есть в наличии, лучше немножко подровнять. Ну вот взял брусочек не стал мочить, намочил топор. Ну по-хорошему и брусочек надо намочить. Маленько кромку сейчас заусенцы подровняем. Ну и со второй стороны. И все, и хватит. Затираем. Ну вот топор заточили, камешком немножко подправили. Все, вполне годный инструмент. Конечно, карандаши строгать сильно не подстрогаешь, но вполне рубить он очень хорошо заточился. Дальше переходим, давайте на ножик. Что делаем с ножом? Берем ножик и тоже точим. И начинаем также режущую кромку. Смотрите на режущую кромку. Смотрите, какой подводик сделался. Смотрите, какой я сделал подвод. Вот. Ну, какой. Ну, это хозяйственный нож, естественно. Да можно даже из столовой, ничего страшного нету. О, то есть вообще заточился. Переходим на вторую сторону. Как же ее теперь держать-то, болгарку? А теперь просто держал в этой руке. Теперь я вот в этой руке буду держать. Мочу ножик сразу. Включаю. И поехали. Так, вторая сторона. Вот наточили. Переходим вот на эту сторону. Точно.
Смотрите, какой подвод. Раз, два. Смотрите, как наточился ножик. Выключаем. Да все, больше не надо, это же ножик. Одна сторона, смотрите как, четко. Вторая сторона, смотрите как четко. Брусочком чуть подправим. В подводик попали. Риски убрали. Это еще, по-моему, еще можно соревноваться с наждаком. С гриндером. И выводить спуски просто вручную. Соревнования устроить. Все. Тут буквально кромочки убрал. Ножик вообще. Мясо будет резать хоть что. Потому что такой подвод. Вот. Прям ножи это хорошо точит. Ну вот закончили нож. И теперь переходим на сверло. Сейчас его заточим. Болгарку буду держать вот так, чтобы вам видно было. Нажимаю. Первая скорость. Лепестковый диск 40-й. Поехали дальше. Берем сверло и начинаем. Смотрим. Вот, пожалуйста. Видите, все наточилось. Ну, конечно, сложновато держать, но если надо что-нибудь день в кустарных условиях, то, пожалуйста. Да даже не в кустарных, просто взяли да наточили. Вот долго мне наждак там раскручивать, до наждака бежать. Взял болгарку и наточил. Ну, немножко кромки еще подровнять. А так вполне все точит нормально. Вполне можно точить режущий инструмент, рубящий. Сверлящий, грубо говоря. Режущий инструмент точится только на ура. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.